Освоение покерной математики усложняется постоянной сменой обстоятельств. Начинающим регулярам не просто учесть все факторы за ограниченное время. Это приводит к частым ошибкам. Например, не дисконтируют ауты. Отравленные карты нередко выдаются действиями соперника. Колы в расчете на полное эквити приводят к минусу на дистанции. Двойной подсчет. К примеру, складываются карты, необходимые для сбора стрита или флеша. Однако два аута к двустороннему стрит-дро будут той же масти, что и к флеш-дро. Непонимание блокеров. В узких диапазонах экшен от оппонента может сигнализировать, что у того в руках как минимум один из необходимых игроку аутов. Новички часто игнорируют данный эффект. Не учитывают потенциальные шансы банка. Против слабых любителей, маньяков и телефонов следует снижать расчет на необходимое эквити. Особенно важно так поступать в глубоких стеках. Не пересчитывают отцы в покере после рейза. Ставка и повышение – опции с разными требованиями к эквити и минимальному диапазону защиты. Рейз резко сокращает СПР, уменьшая простор для тактических маневров на поздних улицах. Не смотрят на позицию. Действия на постфлопе последним покерист реализует на 15-30% больше расчетного эквити. Находясь не в позиции, игроку сложно управлять развитием раздач, поэтому implied отцы в таком положении обычно не учитываются. Для устранения ошибок необходимо много работать над теорией. Разбор раздач улучшает интуицию, что впоследствии помогает довести принятие решений в частых ситуациях до автоматизма.